Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня будем печь булочки, буляшки. Крестовые булочки, которые здесь называются Hot Cross Buns. И это очень-очень вкусные булочки, пряные, такие аппетитные, румяные, такие нежные, пушистые, прям вот как пух пушистый. И делать их совсем несложно. Следите за руками. Поехали! Первым делом необходимо активировать дрожжи. Здесь у меня молоко, чуть теплое, чуть больше комнатной температуры, не горячее. Добавляю туда немного сахара, буквально чайную ложку из всего количества. Хорошо перемешиваю и засыпаю дрожжи. Теперь оставлю это минут на 10, дрожжи должны проснуться. Все это там должно вспениться, тогда это значит, что дрожжи работают и все это можно использовать. Тем временем берем чашу для смешивания. Большую, удобную чашу для смешивания, вместительную. Добавляем в чашу муку, сахар. Я использую коричневый сахар, так булочки получаются и красивее, и вкуснее. Нет коричневого, не страшно, берите белый. Без пряностей тут никак не обойтись. Добавляем корицу, немного кардамона, буквально щепотку молотой гвоздики и немного мускатного ореха. Я использую цельный мускатный орех, натираю его на мелкой терке. Мне кажется, так вкуснее и ароматнее. Если не нашли цельный мускатный орех, ничего страшного, используйте молотый. Туда же немного соли. И чтобы сделать булочки еще вкуснее и ароматнее, я добавляю немного апельсиновой цедры. Беру только самую верхнюю оранжевую часть, чтобы ничего не горчило. Булочки эти бывают с разными какими-то пряностями, с разными какими-то ароматами. Бывают с апельсиновой цедрой, а бывают без. И все это хорошо перемешиваем с помощью венчика, чтобы все ингредиенты тщательно там распределились. Как видите, дрожжи у меня работают, все там вспенились в сладком молоке. Добавляем все это в чашу. И дрожжи, и молоко, яйцо или яйца комнатной температуры. И также в чашу добавляем растопленное сливочное масло. Растопить его можно в микроволновке или на плите. И замешиваем тесто. Начинаем с помощью деревянной ложки или лопатки, все смешивая, соединяя все ингредиенты тщательно. И когда тесто начнет собираться вместе, все это соединится, перекладываем тесто на столешницу, обязательно хорошо собирая с ложки. Из чаши все тоже до последней крошки. На этом этапе добавляем к тесту изюм. Если необходимо изюм заранее ошпарьте кипятком, промойте, просушите. В общем, изюм должен быть чистый и сухой. И уже вместе с изюмом месим тесто до гладкого, эластичного состояния. Сначала все будет очень липкое, и вот здесь, я уже это не раз говорил, очень важно бороться с желанием добавить туда больше муки. Сначала попробуйте вымесить как есть. Не нужно забивать тесто мукой. Кстати, вместо изюма можно добавить сушеную клюкву, например. С ней тоже делают эти булочки. Или какие-то другие сушеные ягоды. Традиция этих булочек пришла в Канаду из Великобритании. Ну и также распространена во многих странах Европы. Подавать эти булочки принято в Good Friday или Страстную пятницу. Но их можно встретить уже тут и там, в магазинах, в супермаркетах, в пекарнях. Уже давно эти булочки стали просто такими весенними булочками. Булочками, предвещающими весну. В процессе тесто нежно поколачиваем, нежно и любя. Немного вот так подбрасывая, обстукиваем об столешницу, тоже нежно и любя. Работать с этим тестом одно удовольствие, оно и приятное, и нежное, мягкое, для рук приятно. Пахнет тесто уже невероятно вкусно и празднично. И все делается достаточно быстро. На замес уходит где-то минут 5. Собираем тесто в такой гладкий, более-менее гладкий шар. Помещаем его в чашу, закрываем чашу пищевой пленкой и убираем в теплое место на 1,5-2 часа. Тесто должно подойти, должно вырасти в размере, раза в 2 точно должно вырасти, хорошо так вырастет тесто. В общем, пока все, что нам остается, это подождать. Вот так хорошо поднялось тесто, такой большой пышный колобок в чаше. Переворачиваю чашу над столешницей и перекладываю туда тесто. Немного растягиваю тесто в такую вытянутую лепешку и сворачиваю в рулет или колбаску. Такую вытянутую колбаску. И теперь с помощью шпателя кондитерского или ножа нужно нарезать эту колбаску на 9 равных частей. Сначала примеряюсь, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь и
нарезаю на 9 частей. Здесь у меня квадратная форма. Я сразу проложил ее бумагой для выпечки, проложил дно, оставив вот по бокам такие небольшие хвостики, чтобы удобнее было булочки извлекать. Берем нарезанные кусочки, вот так вот подворачиваем их вниз несколько раз. Хорошенько снизу прищипываем. Получаются такие гладкие колобки. И вот эти колобки швом вниз выкладываем в форму для выпечки, сохраняя между ними расстояние, чтобы им хватило места подниматься и расти. То же самое проделываем со всеми кусочками теста. Подворачиваем несколько раз. Хорошенько прищипываем снизу и выкладываем в форму. Все это стараемся делать достаточно быстро, чтобы кусочки теста не высыхали. Ну, в крайнем случае их всегда можно накрыть пленкой или полотенцем, если вдруг быстро не получится. Сформовали все колобки, разместили их в форме, накрываем пищевой пленкой и снова оставляем в теплом месте минут на 45. Будущие булочки, колобки должны подрасти, увеличиться. В общем, снова немного подождать. А пока там все подходит, можно потискать котиков. Без дела не сидим. К моменту, когда булочки подрастут в форме, увеличатся, разогреваем духовку до 185 градусов Цельсия, 365 Фаренгейта. Смешиваем небольшое количество муки с небольшим количеством воды комнатной температуры. В каких-то случаях муки понадобится чуть больше, в каких-то случаях воды понадобится чуть больше. Мука, сами понимаете, может быть разной, поэтому там контролируйте процесс. Паста должна быть крепкой, но при этом не тугой, как пластилин, и не жидкой, не должна растекаться. Полученную пасту перекладываем в кондитерский мешок с насадкой где-то 4 мм. Можно просто срезать кончик ножницами. И создаем на булочках сверху такую решетку, которая впоследствии на каждой булочке станет тем самым крестиком. Получившуюся красоту ставим в духовку, уже разогретую до 185 градусов Цельсия, 365 Фаренгейта. И выпекаем где-то 25 минут. Булочки должны подняться еще, подрумяниться, ни в коем случае не должны подгореть. Следите, готовность определяем на вид. Получились румяные такие золотисто-коричневые булочки, можно доставать. Как это красиво! Пахнет это просто умопомрачительно. Просто и такие они аппетитные, такие румяные, посмотрите. Вот эти крестики остались белыми, такими красивыми, такой четкой решеточкой. Идеальные. Аккуратно вынимаем булочки из формы, прямо вместе с бумагой, и перекладываем на решетку. Смотрите, у меня здесь апельсиновый джем, домашний, с апельсиновыми корочками. Можно использовать покупной. Можно использовать, кстати, абрикосовый джем или конфитюр. Можно использовать даже сироп апельсиновый, который остался у вас при варке цукатов из апельсиновых корочек. В общем, что-нибудь такое блестящее и сиропное. И пока булочки еще горячие, с пылу с жару, покрываем их с помощью кисточки тонким слоем апельсинового джема. Даем булочкам немного подостыть, чтобы там мякиш стабилизировался, и дальше уже все зависит от того, насколько вы железный человек и насколько крепкие ваши нервы. Я удержаться от теплой, вкусной, ароматной, румяной буляшки никак не могу. И да, именно в теплом, свежем виде это просто что-то невероятное. Ну посмотрите, какая это чудо-буляшка, такая пышная, такая золотистая вся, такая румяная. Пахнет просто... Ну, я уже не раз сегодня сказал, что запах просто невероятный. Это очень вкусно. Эти крестовые булочки можно мазать сливочным маслом, джемом каким-нибудь. Но на самом деле, если булочки вкусные, зачем масло, зачем джем? Эти булочки сами по себе просто что-то невероятное. Они такие пушистые, такие пряности, вот эти вот все. Корица, кардамон, апельсиновая цедра. Все это как-то здесь так играет, создает просто какую-то невероятную гармонию. Мякиш такой весь правильный, пушистый, нежный, но в то же время отпружинивающий. И там внутри реально пух. Вкусный, пряный, ароматный пух, который тает во рту, растворяясь вместе с булочкой.
Так вкусно, что хочется танцевать. Я думаю, что вы там все уже поняли, что срочно надо, но на всякий случай сейчас еще дегустационное бюро позову. Леша! Самое красивое и вкусное для тебя. Ну, правда, очень красивая. Смотри, какая чудо-пышечка. Это же какое-то волшебство. Она такая глянцевая. И пахнет чем-то апельсиновым, да? Какая вкусная. Здесь такие специи как-то все играют. Я даже не могу понять, что там. Корица точно есть, по-моему, да? Ой, какое чудо. Какая же она нежная. Смотрите. Прям. Ну и как всегда, всем срочно надо. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании или в прикрепленном комментарии. Я под видео жду ваши лайки. Не жалейте, не скупитесь. Пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Не забывайте подписываться на канал, если этого еще не сделали, и приводите сюда своих друзей. Всем желаю отличного, уже весеннего настроения. До новой скорой встречи и пока-пока.